Всем привет, с вами Андрей. Сегодня суббота, решил прокатиться на барахолку. Почему я езжу на барахолку? Ну, мне интересно посмотреть старые вещи, любитель. Ну и также я занимаюсь реставрацией деревянной мебели, ну и разных деревянных изделий. В прошлый раз я купил зеркало с деревянной оправой. Ручная работа. Классно все было сделано. Единственное, что старое. Пришлось мне немножко подклеить дерево и обновить рамку. Все красиво все сделал, сфотографировал. Человек купил из Ирландии. Студия по созданию фильмов. Классно, да? То есть где-то оно будет в каком-нибудь фильме засветиться в реквизитах. Это же классно. Так что, как говорится, небольшой заработок тоже не помешает. Плюс, если хобби, которое приносит мне удовольствие и немножко денег. Неплохая такая ваза, даже не знаю, как это назвать. Но она такая массивная. Was kostet? Вот она задумалась и сказала, что 12 евро. Но я вижу, что она ручной работы. Ну, за 12 евро я брать не буду, конечно. А вот. Ich kann das 5 anbieten. Я ей сказал, что за 5 евро я возьму. 7 не zu viel. Ist richtig alt. Поторговался я с продавцом. Взял я за 6 евро, хотели 12. Ну, мне понравилось. Знаете, тематика такая народная, национальная. Я даже не знаю, какой национальности вот эти все рисунки. Я через Google сфотографирую, все это пробью, посмотрю, немножко почищу, может быть, где-то краски надо освежить. Но мне просто сама форма понравилась и как сделано. Не переключайтесь, оставайтесь. Идем дальше. Ну вот посмотрите, все так стоит, все неаккуратненько. Кстати, здесь компьютерные блоки, да. Я помню, в начале 2000-х сам также ездил на барахолку, собирал вот такие блоки, вытаскивал запчасти и с 3-4 собирал один целый. То есть было время, когда еще Windows 95 был. Вы представляете, как быстро все идет. Года бегут, и вот они уже стоят здесь. Никому не нужны. Стулья. Вот они такие старые, но они крепкие. Клей, внутри пружина целая. Поверхность, смотрите, тоже целая. Сколько лет на них сидели. Качество можно сравнить икеевские новые стулья, которые через год уже все расклеиваются, клей рассыхается, они шатаются, и которые сделали 100 лет назад. Ну тоже, да, ручка, понятно. Уже немножко надо подклеивать. Ну и здесь также. Немецкая старая посуда, которая очень ценится в Германии. Это мы узнаем из вот такого названия. Плюс, смотрите, есть печать. Красивая, но она старенькая, и крышка уже клееная. И некоторые сколы есть. А вот Икеа. В Португалии сделали. Тоже вот интересно. Посуду надо смотреть, потому что старая посуда имеет сколы, плюс надо смотреть, чтобы были марочные какие-то старые фирмы, которые ценятся на рынке. И вот такую посуду можно покупать, а то, что икеевские и другие разные фирмы продают, это
барахло, которое можно сразу выкинуть. Сундук. Но он не такой старый, 70-е года. Это можно судить по замкам. Я такие замки еще помню. Интересно очень. Здесь защелка закрывается, отходит сам механизм, и ключик должен быть. Даже механизм не работает, чтобы закрыть. Но уникальный чемодан, таких мало осталось. Посмотрите, как он сделан на совесть. Вот старая мебель. Комоды старенькие, деревянное, массивное дерево. Но опять же, это все представляет ценность для тех, кто занимается мебелью, коллекционирует, продает. Потому что ее надо восстанавливать. Интересные ручки. Ну, это называется «найди в куче что-нибудь интересное». Все так раскидано, разбросано. Попробуй что-нибудь стоящее найти. Вот то, что выкидывают, оказывается здесь. Старые фотоаппараты, телефоны. Вот такой конь, как живой. Плюс качалка. Сделано, между прочим, очень хорошо, качественно. Каски пожарников еще времен ДДР. Ну, такие можно только в музей купить. Очень старый верстак. Посмотрите, как сделано все. Из Альт, я? Was kostet? Der kostet 300. 300, 300 евро хотят. Я, окей. Вот старая залешница. Совсем маленькая, но она, ее почистить, она еще в хорошем состоянии будет. Офигеть. Типа как настоящий кот спит. Это чучело кота, ребята. О, вот это моя тема. Лавочка. Хорошая, массивная, целая. Ее только немножко шлифануть и покрасить заново. Она совсем в отличном состоянии. Даже не шатается. Просила я, сколько стоит лавка. 60 евро хочет за нее. Говорю, эту лавку надо еще шлифовать, заново красить. То есть она в таком состоянии, что за 60 евро ее точно никто не возьмет. Так, машина пытается проехать прямо по ряду. Сейчас еще и заденет чьи-нибудь товары. Ну что, радиоуправляемый танк. Любители игрушек. Немецкий леопард.
Так, антенна есть, пульт управления есть. Ну, неплохо. Лодочный мотор. Интересно. Ну вот ящики с инструментами тоже вот. Кстати, все вот эти инструменты можно купить, ну, опять же, их надо проверять за 5-10 евро. Смотрите, какая стеночка стоит. Интересно, как они сюда притащили. Им же потом надо будет все это уносить обратно. Ну, такие уже серванты не в моде. Так что это только на любителя. Вот это зеркало. Оправа королевская. Да, красивое зеркало, но опять же, надо заниматься реставрацией. Само зеркало уже, если посмотреть, немножко задний слой отходит. Это уже видно сразу. Там поцарапано, то есть с ним мало что можно уже сделать. Так, это вообще какие-то альбомы, рамки, посмотрите. Целый магазин где-то вынесли по ходу дела. Посмотрите, рамки какие. Хорошая рамка, между прочим. И деревянная, офигеть. Посмотрите, как она сделана. Это деревянная рамочка. Was kostet so eine Rahmenbild? Oder? Hallo. Was kostet? 5 евро хочет. Und guck mal, und das kleine? 5 евро, ну это вообще, посмотрите, это классная цена за... Radom. Вот это я понимаю, дрюкер, принтер. Это можно целую... Точно, это же вот и с этой лаборатории, то есть с фотостудии. Печатать целые портреты, фотографии, распечатывать. Он здоровый какой, но это видно профессиональный. Ну, хотел поторговаться, не вышло. Взял за 5 евро, потому что дерево настоящее. Как сделать старую картину? Смотрите, рамка есть деревянная, красивая, резная. Осталось найти всего лишь какой-нибудь старый постер или, допустим, репродукцию какой-нибудь старой картины. И у вас уже хорошая такая вещь, которую можно, и продать за хорошие деньги, потому что некоторые коллекционеры, даже любители, могут купить не оригинал, а хорошую репродукцию, если она будет сделана в хорошем качестве. Так что, как вариант. Потихоньку буду уже к выходу идти. Вот любители вина, смотрите, сразу и подставкой, и бутылки с винами стоят. Все вина закупорены до сих пор.
Так, люди потихоньку уже собираются. Столики убирают. Ну, старые красивые вещи, такие коллекционные. Я же, по-моему, смотрел у этого продавца. Ну, здесь тяжело продать, потому что люди мало интересуются таким. В основном смотрят то, что домой можно купить. Так, смотрите, зеркало. Но. На вид якобы оправа старая, но это репродукция. Was kostet? 10 евро. Десятку хочет. Но оно 10 евро не будет стоить. Купил я зеркало, хотел 10, сторговался, взял за 5. Смотрите. Зеркало 19 века будет у меня. Я его состарю немножко. Даже продают семечки. Вау. Килограмм 9,50. Это что-то новое уже. Сухофрукты разные, изюмы привезли. Вот здесь надо быть осторожно. Вроде дождей не было, до сих пор грязь на рынке. Здесь продают за 1 евро. Даже вот посуда есть. И можно купить диски для болгарки. За 1 евро большие. Но оно в магазине. Магазин, наверное, евро 4 стоит 5. Сейчас диски вот такие. Как правило, уже к концу базара люди пытаются свой товар продать. И кричат вот на весь рынок, что приходи ко мне, у меня товар за 1 евро. Ну, то есть остатки продать. Ну, бывает, срабатывает, люди подходят и действительно что-то покупают. Неплохо сегодня прогулялся, погода вообще отличная. Так что давайте прощаться, смотрим новое видео, подписываемся. С вами был Андрей, всем пока.